На улице ее догнали Макека и Пригожин и попросили закурить. Она хотела достать сигареты, но Пригожин неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги. Нет, друзья, это не роман Дарьи Донцовой, это один из эпизодов старого, еще советских времен, уголовного дела против Евгения Пригожина, создателя ЧВК «Вагнер». Начало, так сказать, восхождения к вершинам политического Олимпа. Помните, Ленин писал о том, что необходимо обучать народ, чтобы каждая кухарка могла принимать участие в управлении государством? Так вот, я не уверен насчет кухарок, но так называемый повар Путина Евгений Пригожин в последнее время занял очень важное место в российской политике. Он позволяет себе такое, чего не может позволить себе никто из системных политиков. И, кажется, он наращивает свои политические амбиции. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Да, похоже, повар теперь уже и милиционер, и судья, и медиамагнат, и полководец, и политик, лихо возвращающий ауешную повесточку в публичный политический дискурс. Если еще несколько лет назад при вопросе «Кто такой Пригожин?» вам, скорее всего, ответили бы, что это муж певицы Валерии, то в последнее время, и особенно с началом войны, все поменялось. Сегодня перед вами предстанет замечательная история о том, как некогда банальный бандит, грабитель, мошенник, добравшись до руки Путина, сначала стал обслуживателем кремлевских вечеринок, поставщиком пропитания в школы и армию, а затем и создателем собственной армии, как состоящей из интернет-троллей, так и вполне себе реальной в виде ЧВК «Вагнер». Вы просто вдумайтесь, Пригожин открыто воюет с путинским ставленником, губернатором Питера Бегловым, что любому, даже приближенному к царю человеку, раньше было бы просто невозможно делать. Он создает и развивает частную военную компанию в условиях, когда формально наемничество в России запрещено и уголовно наказуемо. Он не просто спокойно ездит по российским зонам для вербовки зэков в ЧВК, он раздает им помилование, что вообще-то является прерогативой президента. Ему вообще плевать на внесудебные расправы вагнеровцев над дезертирами, типа «нету тела, нету дела». И да, по некоторым данным, Пригожин уже получил добро от путинской власти на расправы с недовольными внутри России. А также есть информация, что он готовит создание собственного политического консервативного движения, играющего одновременно на темах народности и нелюбви к олигархии. Пригожина сравнивают с новым Корниловым, с новым Пиночетом, с новым Муссолини и новым Гитлером. И в известной степени все эти параллели можно провести. Сегодня мы поговорим о том, как господин Пригожин выбился из грязи в князи, почему он является, в общем-то, достаточно типичным представителем российского периферийного капитализма и как система, разрушаясь, делегирует Пригожину все новые и новые полномочия, создавая предпосылки для установления фашизма в России. В общем, сегодня будет много интересного. Мы начинаем. Но прежде чем мы перейдем к похождениям Евгения Викторовича, призываю вас подписаться на наш YouTube-канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, а также переходите на наши ресурсы в социальных сетях, Telegram, ВКонтакте, там публикуются новости, заметки, статьи. Если вам понравится данное видео, не стесняйтесь поддерживать его рублем, потому что, вопреки слухам, Макрон нас не спонсирует, так что выход новых видео зависит лишь от вас. Вся информация на этот счет также в описании. И еще у Биг Берия Тейпа скоро выйдет клип «No Пасаран». Ожидайте. Ну а мы переносимся в славное время конца 70-х, начала 80-х годов, когда будущий кремлевский ресторатор только начинал свои дела-делишки. Салют, с вами ресторатор, пошумим, блядь! 29 ноября 1979 года. 18-летний Евгений Пригожин приговорен Куйбышевским районным судом Ленинграда к 2,5 годам условного срока за кражу и послан на работы в Новгород Великий, откуда он благополучно слинял. Ну, правильно, вору вообще-то не по масти работать. Пригожин возвращается в Ленинград, где быстренько сколачивает небольшое преступное комьюнити и начинает свои дела-делишки с энтузиазмом, достойным лучшего применения.
Все началось в феврале 1980 года. Бушман и Пригожин проникли в квартиру одного из домов на проспекте Маклина, ныне Английский проспект, и похитили оттуда имущество гражданина Осипова на сумму 177 рублей, по тем временам чуть больше средней месячной зарплаты. Добычей воров стали ваза, конфетница, салфетница, 6 рюмок, 6 фужеров, 6 стопок и 2 рога. 1 марта пьяный Пригожин пошел на дело самостоятельно. Ночью он выдавил стекло в квартиру одного из домов на Ропшинской, где проживала семья Телицыных. Краже помешала местная жительница, которая увидела, как молодой человек облокотился на подоконник 1-го этажа. Женщина подняла шум, и Пригожин был вынужден ретироваться, но от идеи не отказался. Следующей ночью Женя взял себе в подмогу Лешу Бушмана. Все прошло удачно. Злоумышленники украли магнитофон «Орбита», радиоприемник с проигрывателем «Орбита», хрусталь, джинсовую куртку, женскую сумочку с косметикой и даже ковровые дорожки. Всего на 980 рублей. Илья Давлятчин. Бурная молодость кремлевского ресторатора. Росбалт, 2018 год. И завертелось-закрутилось. 14 марта 1980 года ограбление квартиры семьи Ростовцевых. Вынесено имущество на 1610 советских рублей. Причем сам Пригожин бывал в этой квартире в качестве гостя, поскольку был знаком с дочерью хозяев жилья. 19 марта 1980 года. Попытка ограбления квартиры в соседнем от Ростовцевых доме на улице Брянцева, где жила семья Йоффе. Дверь взломать не удалось. 20 марта 1980 года. Мошенничество. Пригожин, Бушман, Макека предложили местному жителю по фамилии Коваленко купить джинсы и другие дефицитные товары. Цена вопроса внушительные по тем временам 250 рублей. Пригожин взял деньги и тупо убежал. Вечер того же дня, 20 марта 1980 года, провернув мошенничество и отметив это дело в ресторане, Пригожин и компания грабят гражданку Королеву. Собственно, это та самая история с серьгами и удушением, которая была в начале нашего видео. Несовершеннолетний участник преступной группировки по имени Владислав был практически на месте задержан милицией. Остальным удалось скрыться, но малолетний дебил сдал всех своих подельников. Тогда правоохранители нагрянули в квартиру к Пригожину и Бушману. Ребята, кстати говоря, вообще не парились и хранили все украденные вещи прямо у себя дома. И даже не удосужились их перепрятать после задержания подельника. Да, как тогда, так и сейчас Евгений Викторович не шибко скрывает свои дела, но типа делаю и делаю. Нормально. Евгения Пригожина признали виновным по статьям УК РСФСР: кража, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, разбой, и приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив ранее неотбытое наказание. Всего 13 лет колонии усиленного режима без ссылки и конфискации имущества. Бушман получил 11 лет, Макека — 10. Несовершеннолетний Владислав был приговорен к условному сроку, Александр — к году колонии. Со всех взыскали компенсации материального ущерба. Приговор был обжалован Пригожиным и Бушманом, но 17 декабря 1981 года кассационная инстанция Ленинградского городского суда оставила его в силе. В общем-то, совсем неудивительно, что сейчас Пригожин даже в своих официальных, публичных, политических, военных заявлениях просто ботает по фене, что-то раскладывает по воровским понятиям и привлекает зэков в ЧВК. Знаете, я уверен, что это даже не игра. Просто он такой. Плоть от плоти вот этой вот криминальной среды, человек, который провел много лет на позднесоветской зоне. Правда, из 13-летнего срока на зоне Пригожин отбыл только 7 лет. Дальше был помилован, еще 2 года просидел в колонии поселения, а в 1990 году был окончательно отпущен на волю и оказался в совершенно иной стране, где бизнес уже разрешен и растет как на дрожжах в связке с криминалитетом. По сути, криминалитет — это один из основных источников формирования нового правящего класса в России, наравне с номенклатурой и силовиками. И именно такие люди, как Евгений Пригожин, получают в 90-е годы путевку в жизнь. Сначала он вместе с отчимом первым в Ленинграде организовал продажу хот-догов. Горчицу к хот-догам замешивали прямо у меня на квартире. Приходилось платить бандитам с каждого ларька по $100, рассказывал позже Пригожин. Илья Жигулев. Расследование. Как личный кулинар Путина накормит армию за 92 миллиарда рублей. Forbes, 2013 год.
Потом, правда, Пригожина подобрал его бывший одноклассник по спортивному интернату Борис Спектр, и последующие несколько лет Евгений Викторович трудился, заведуя магазинами фирмы «Контраст». В 1996 году он перебирается в ресторанный сектор и начинает открывать общепит для солидных господ. Причем фишкой Пригожина уже тогда было умение услужить нужным людям. Самых солидных посетителей он обслуживал лично. Например, питерского губернатора Владимира Яковлева. Ну и солидные люди периодически помогали расторопному хозяину. Ну там открыть сеть общепита «Блиндональдс» в Питере и все в таком духе. Есть в сети информация, что Пригожин имел отношение к питерским казино и уже через эту стезю был знаком с Путиным. Но, как бы то ни было, многое поменял первый путинский срок и элитный плавучий ресторан Пригожина «Нью-Айленд», на который в 2001 году Владимир Владимирович с тогда еще супругой пригласил неформально побеседовать своего коллегу Жака Ширака. После тут же бывал Джордж Буш-младший. Естественно, Евгений Викторович был на месте и лично обслуживал гостей. Владимир Путин увидел, как я не гнушаюсь лично подносить тарелку коронованным особам, ведь они ко мне в гости зашли, рассказывал Пригожин о своем предпринимательском ноу-хау в интервью «Город 812». В доверии к Путину Пригожин входил постепенно, сначала выстроив отношения с его личным водителем, потом с начальником охраны Путина Виктором Золотовым, вспоминает знакомый Пригожина. Виктор Золотов считается одним из самых влиятельных людей в окружении Владимира Путина. Хорошо знал Пригожина и Роман Цепов, работавший охранником Путина еще во времена его работы вице-губернатором Санкт-Петербурга. По словам источника из окружения Пригожина, предприниматель быстро стал своим в компании Путина. Хороший рассказчик, обаятельный и веселый, он стал чем-то вроде королевского шута на приемах. В мае 2002 года на борту Нью-Айленд обедали Путин и Джордж Буш. Меню президентов состояло из паштета из утиной печени и имбирного пряника, сервированного черносливом и карамелью из выдержанного портвейна, черной икры на льду, жареного филе говядины с черными трюфелями, сервированного свежими сморчками и молодой морковью, вареной в бульоне из рябины, а также мильфея из малины в качестве десерта. А осенью 2003 года Путин уже отмечал на Нью-Айленд свой день рождения. Илья Жигулев. Расследование. Как личный кулинар Путина накормит армию за 92 миллиарда рублей. Forbes, 2013 год. По сути, ничего предосудительного и уж тем более противозаконного в действиях Пригожина не было. Ухватился за шанс, втерся в доверие. По сути, Пригожин является таким хрестоматийным примером полупериферийного новориша в неолиберальной системе. Он хватается за связи при дворе, и вот дальше уже начинаются просто офигительные истории. Примерно в то же время, когда наш ресторатор втирается в доверие к Путину и его окружению, между ним и его соратниками Мерилашвили и Зиминовым начинается процесс дележа бизнеса. Мерилашвили вроде как получил даже поначалу ресторан 7.40, но практически сразу после этого оказался в тюрьме за похищение людей. Зиминов получил $600 тысяч, должен был получить еще 400, но компании были ликвидированы. Зиминов попробовал пожаловаться в прокуратуру, дело о мошенничестве в отношении Пригожина даже возбудили, но закрыли через 5 дней. Ошиблись, нет состава преступления. Это совпадение. Только и всего. Над бывшим, а по мнению некоторых злых языков и нынешним мошенникам и грабителям, висела теперь могучая крыша, и Евгений Викторович становился птицей уже несколько иного полета. Он начинает обслуживать мероприятия при путинском дворе. Его же фирма «Конкорд» обеспечивает и проведение торжества по случаю временного коронования Дмитрия Медведева в 2008 году. Через год Пригожин открывает ресторан при правительстве и получает деньги на строительство новых комбинатов питания. Как рассказывает сам Пригожин, с идеей комбината он пришел к тогдашней губернаторке Петербурга Валентине Матвиенко, но та отказала. Затем предприниматель пошел с проектом к человеку, с которым теперь воюет информационно не на жизнь, а на смерть, к Александру Беглову, работавшему замглавы администрации президента. А тот, в свою очередь, пошел к Медведеву, а Медведев к Путину. И дело зашевелилось. Инвестиции в проект составили $53 миллиона, 43 миллиона из которых дал Внешэкономбанк. Тот же банк дал еще $74 миллиона на строительство 2 фабрик, одна из которых открывалась на следующий год в Подольском районе Московской области. На этой волне Пригожин получает добро на обслуживание 15 школ в Санкт-Петербурге, еще через год 400 школ в Москве и учреждений МЧС. Но
сначала в северной, а затем и в несеверной столицах что-то пошло не так. Ученики нескольких столичных школ остались без нормального питания. Виновник – петербургская компания «Конкорд», выигравшая тендер. В одних учебных заведениях столовые до сих пор не заработали, а в тех школах, где фирма заменила собой привычных поваров, запахло вдруг не булочками, как раньше, а чем-то очень неприятным. Ученики сами отказываются от завтраков и обедов, а родители, обеспокоенные частыми жалобами детей на боли в животе, теперь дежурят у школы и пытаются сами контролировать качество еды. Вместе с ними на кухню заглянул наш корреспондент Александр Карпов. Сцена будто из лихого триллера на перекрестке между двумя соседними школами. Родители школьников отнимают у рабочих комбината питания ящик с котлетами при попытке тайно перетащить онный ящик из одного учебного заведения в другое. Имейте право. И так каждое утро. Иначе, опасаются родители, дети рискуют отравиться протухшей едой. Продукты фирмы «Конкорд», которыми кормят наших детей, срок хранения 28 дней. Ну, может, действительно так? Серьезно? Вы знаете, я товаровед по образованию. И я отлично знаю, что продукт свежий может храниться не более 3 дней. А вы пробовали? Это пробовать, знаете, я жить хочу. Ну, конечно, пробовали, и, по-моему, она отвратительна. В школе 211 со дня ее основания 75 лет работала собственная кухня. Однако этим летом поваров было приказано уволить. Детей, мол, отныне будет кормить разогретыми полуфабрикатами фирма «Конкорд». Директор школы, отведав этой стряпни, едва не слегла в больницу. Вчера на обед подавали борщ, овощную рагу и рыбную котлету. Но, вы знаете, к сожалению, потом я, честно говоря, себя чувствовала не очень хорошо. Вот, вкусно? Поэтому мне не нравится. Детям питание не нравится. Так откажитесь. Вы знаете, на сегодняшний момент пока мы не можем этого сделать, отказаться мы сейчас не можем. Дело в том, что петербургская фирма «Конкорд» выиграла тендер на организацию школьного питания в северном и юго-восточном округах столицы. И это несмотря на то, что в родном Петербурге, по сообщениям прессы, от услуг этой фирмы в прошлом году отказались десятки школ. Почему, становится ясно уже на пороге столовой. От неприятного запаха буквально темнеет в глазах. Вот портянки сожгли. В понедельник, когда мы сюда зашли, пахло тухлятиной. Не тухлятиной, кислым, вот как прокисшим. Если вот видите, дверь приоткрыта, там вот на полу, рядом холодильник, буквально, ну вот на таком расстоянии. Свалены вот здесь же были котлеты, по-моему, тефтели, вот какой-то супы. На антисанитарию жалуются и в соседней школе. Родители вынуждены фиксировать на видео ежеутренние рейды по подсобкам пищеблоков, отданных ныне в ведение нового организатора школьного питания. Это пакеты с объедками в одном помещении с продуктами, а вот жбаны с отходами, полный чулан. А это забитая какой-то зловонной жижей мойка. В холодильнике, внимание, вареные макароны, которые уже в таком виде привезли аж из Ленинградской области. Это не шутка, срок годности 10 дней, но и он на исходе последних суток. Вы уже, наверное, даже не удивитесь, что, несмотря на все эти возмущения родителей, учащихся, учителей, пригожинская фирма «Конкорд» продляет свой контракт на 2013-2015 годы. Общая сумма контракта – 10,5 миллиардов рублей. Но что там школы с возмущенными родителями и детьми, это все-таки мелочь. Комбинаты Пригожина не работали на полную мощность, а значит, нужны были новые и новые госконтракты. И Пригожин их получает там, где никто не будет возмущаться невкусной еде. Внезапно с 2012 года 49% воинских частей обслуживает теперь фирма «Конкорд». А с конца года уже 92% частей питаются либо через нее, либо через аффилированные с ней фирмы. Причем произошло все максимально резко. В 2012 году в один прекрасный день госкомпании «Военторг» внезапно объявили, что она больше не снабжает части питания. Только что назначенный глава военторга отвечал на вопросы встревоженных подрядчиков. «Что нам делать с уже закупленными продуктами?» – спросил один из них. И получил ответ: «То, что вы купили, можете выгодно продать». Илья Жигулев. Расследование. Как личный кулинар Путина накормит армию за 92 миллиарда рублей. Forbes, 2013 год. Как хорошо иметь нужных друзей в нужных местах. Любые вопросы решаются мгновенно и любыми средствами. Многие, кто постарше, помнят времена, когда в армии повара были из числа срочников, а солдат посылали в наряд чистить картошку.
Так вот, незабвенный Анатолий Сердюков провел свою реформу, ввел бизнес в армию, пустил подрядчиков, которые работали с воинскими частями через корпорацию Военторг. А потом в одночасье их всех отключили от подрядов и передали все господину Пригожину. И самое-то главное, солдаты же не будут возмущаться, что что-то не соленое, не сладкое или как-то еще по их вкусу. Ну а если будут возмущаться, то управа на них очень быстро найдется. Вы все говно! Впрочем, это наиболее крупные, но отнюдь не единственные дела и схемы Евгения Викторовича. С 2011 по 2019 годы компании из империи Евгения Пригожина заключили как минимум 5393 госконтракта на общую сумму в 209 миллиардов рублей. Но, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И желательно во власти. На этом же во многом и построена неолиберальная экономика. Государство делегирует многие отрасли, многие свои функции бизнесу, отдает их на аутсорс. И появляется огромное количество таких прилипал и подсосов, которые наживаются на госконтрактах. И чем вольготнее чувствует себя правящий класс, чем у него больше привилегий, тем офигительнее истории с госзакупками. Но если бы Евгений Пригожин ограничился хотя бы даже такими бессовестными господрядами, то он был бы просто ничем не выделяющимся среди прочих околовластных предпринимателей. Ну, например, от Ротенбергов тех же самых. Да сколько их таких пробивали и пробивают госконтракты. Но нет, Пригожин уверенно внедрялся именно в политические процессы. Начала выстраиваться медиа-империя Евгения Викторовича. С одной стороны, любому крупному бизнесу с некрасивым прошлым и сомнительным настоящим очень неплохо бы иметь не только заводы и пароходы, но еще и газеты. С другой стороны, в конце 2011 года вспыхивают протесты за честные выборы, и власть сама нуждается в создании максимально широкого пула охранительских и максимально агрессивных информресурсов. Предпринимательский нюх не подводит Пригожина, он включается в игру. В 2012 году открывается его газета о газетах, специальность которой была в поливании грязью и разоблачениях оппозиционных СМИ. Служба Пригожина в том числе организовывала бот-атаки, внедряясь в ряды политических оппонентов, и снимала пропагандистское кино для федерального канала. Выяснилось, что над фильмом, например, НТВ «Анатомия протеста» работали чуть ли не сотрудники правительства, а вот организовывал работу директор по развитию фирмы «Конкорд» Дмитрий Кошара, который во всем отчитывался Пригожину. Кошара по распоряжению Пригожина втерся в доверие к организаторам акции за честные выборы и организовывал провокации на митингах. Результатом его работы стал нашумевший фильм. Кошара, например, предложил организаторам митинга бесплатные услуги кейтеринга, то есть подготовки и доставки пищи. И таким образом он внедрился в оргкомитет оппозиционных мероприятий. Он передавал организаторам деньги на текущие расходы под запись на скрытую камеру, а эти кадры потом стали частью анатомии протеста. Оказывая помощь организаторам, Кошара одновременно организовывал срыв работы сайта, координировавшего перемещение участников митинга. Хакеры регистрировали тысячи фейковых аккаунтов и удаляли реальных пользователей с оппозиционных ресурсов. Таким образом, они влияли на численность будущих митингов. Пригожин перенял и систематизировал практику использования сетевых ботов, которую еще в первой половине нулевых годов запустил Владислав Сурков. По материалам многих журналистских расследований того же информагентства РБК или Фонтанки, именно он стоит за созданием так называемой фабрики троллей. DDoS-атаки, набеги в комментарии, дискредитация тех или иных медийных лиц — все это входило и входит в обязанности такого рода структур. Вот что рассказывал в интервью «Новой газете» Андрей Михайлов, один из создателей фабрики троллей, у которого впоследствии начались проблемы с Пригожиным. Примерно в это время вы перешли от точечной работы к массированной. Появились те самые тролли из Ольгина, которые давно стали мемом. Чья это была идея? Эта идея непосредственно Евгения Викторовича Пригожина. Приходилось читать, что это заказ Кремля, домашнее задание, которое Пригожин выполняет в обмен на миллиардные госконтракты. Исходя из того, что я видел и слышал, уверен, что ни от кого он поручений не получал. Ни с кем не советовался и разрешения не спрашивал. И никогда ни от каких башен команды не было. Все исходило непосредственно от Пригожина. Даже помещение для фабрики троллей подобрал он лично. Это здание в Лахте стоит как раз по дороге к нему на дачу. Дом Евгения Пригожина в коттеджном поселке Северная Венеция на Лахтинском разливе. Кстати, фабрикой троллей мы никогда эту структуру не называли. Это чисто журналистский бренд, который прилип намертво. Вам по троллям какие задачи ставили?
Для начала нужно было целиком арендовать здание, параллельно туда набирался народ. 2013 год был очень активный, много ставилось задач параллельно. Сотрудники должны были не только сбрасывать информацию в блоги, но и искать отрицательную информацию в сети по ключевым словам. Подобные фабрики продолжают успешно работать и сейчас. Несколько смен по 100 человек, каждый работник за смену должен опубликовать от 200 комментариев, все разнарядки по тезисам, тому, где их продвигать и прочему даются и обновляются в режиме реального времени через менеджеров. Место работы — пустующие помещения завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Зарплата 45 тысяч рублей. Больше, кстати, чем у многих учителей, врачей и рабочих. Приоритетные, так сказать, специалисты в России. Однако боты ботами, а Пригожин начал обрастать СМИ. В первую очередь это Федеральное агентство новостей. С 2014 года разросшееся до сети из 16 новостных сайтов. Есть у него и подконтрольные телеграм-каналы, свой пул экспертов. На этой почве у него, кстати, проходили столкновения не только с оппозицией, но и с другими провластными толстосумами, вроде того же Малафеева. Сначала в 2020 году Пригожин и Малафеев сошлись в битве за родину, но не за страну, а за партию. Малафеев тогда, кстати, переиграл. А уже относительно недавнее противостояние проявилось в посадках подконтрольных блогеров с обеих сторон. С другой стороны, логика событий все же больше толкает их к сближению. Может показаться странным, что такой человек, как Пригожин, заботился и заботится о своей репутации, ну или о том, что от нее осталось. В 2016 году он решил воспользоваться правом на забвение и потребовал от Яндекса, Гугла и Mail.ru удалить ключевые поисковые запросы, а также часть материалов о себе. Через время он по официальным заявлениям от этой идеи отказался, так как произошел эффект Стрейзанд. В 2022 году инагентская «Медуза» вроде как публиковала информацию, что все изменилось. Яндекс, видимо, удалось продавить, но это не точно. Кстати, именно боты Пригожина с первых же дней войны работали на создание такой иллюзии тотальной поддержки СВО в обществе. Я же со своей стороны могу выразить им только благодарность, потому что усиленные комментарии с фабрики троллей выталкивали мои видео в рекомендации, так что, спасибо вам большое! Ну а если без иронии, то Пригожин создал такой достаточно интересный стартап. Это машина максимально тупой, агрессивной, лобовой, такой животной пропаганды, которая, как показала ситуация после 24 февраля, может работать. Вот примерно с таким прошлым, с такими связями и с такими прожектами Евгений Пригожин пришел в первой половине 2010-х годов к созданию своей частной военной компании. До сих пор, в 2022 году, некоторые люди задаются вопросом, мол, как так? Какие частные военные компании? У нас что, наемничество уже декриминализировано? Да нет, друзья, статья-то на месте, вон прям в Уголовном кодексе. Более того, первый ее пункт, он прям про господина Пригожина. Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 359. Наемничество. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 18 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо без такового. Но наемничество, оно... Кого надо наемничество. Поэтому Евгению Викторовичу с его крышей, с его связями в армии, а также ряду других людей дается просто зеленый свет для создания своих милитарных организаций. Собственно, почему и зачем частные военные компании вообще понадобились государству? Ну, об этом я уже говорил в ряде роликов, но для закрепления не грех и напомнить. Постсоветский российский капитализм чудо как похорошел при Путине. Цены на нефть взлетели, силовики во главе с Владимиром Владимировичем навели некоторый порядок в правящем классе, обеспечив его относительную монолитность. Сырьевые корпорации, как квазигосударственные, так и частные, стали локомотивом отечественной экономики, обеспечивая ее относительную стабильность, так и сверхобогащение сырьевой олигархии, а также изрядные поступления в бюджет. Но бурное развитие в добывающей промышленности и укрепление
финансового сектора диктовали и необходимость в расширении сфер влияния. Это логика капитализма, которую прочухали еще в конце 19-го, начале 20 веков. Успех корпораций, ориентированных на экспорт, на внешний рынок, диктовал необходимость бороться за место под солнцем. Дележ сфер влияния, поиск новых источников сырья и рынков сбыта стал лишь вопросом времени. Особенно ускорился и обострился этот процесс с 2014 года, когда государство и промышленность российские попали под первую волну санкций со стороны Запада. И сама жизнь заставляла их еще активнее компенсировать потери через экспансию. Главными объектами экспансии становятся Ближний Восток и Африка, в куда меньшей степени Латинская Америка, о чем я подробнее рассказывал в ролике про российский империализм, ссылка будет на экране и в описании. В обмен на политическое прикрытие или военную помощь, или же прощение, отсрочку, сокращение долгов, страны третьего мира пускают российские корпорации и раздают им свои ресурсы. Показательный пример, когда власти Сирии передают крупные месторождения двум российским компаниям, одна из которых была фирмой-однодневкой с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. И обе компании были связаны с Пригожиным. И подобных историй масса. Вот в этой обстановке незаменимыми становятся частные военные компании. Этакие солдаты удачи. Посудите сами. Посылать в Азию, Африку вооруженные силы РФ — это лишняя бюрократия, это недовольство мирового сообщества и вероятность, кстати, введения новых санкций. Это неоднозначная реакция внутри самой России и так далее, и так далее. А тут ты просто создаешь отряды из бывших военных, из людей замотивированных, обеспечиваешь их хорошее довольствие, а они самоотверженно сопровождают грузы, охраняют месторождения, захватывают месторождения, служат дополнительной военной силой для услужения местным царькам. Плюс у России бывали травматичные опыты использования действующих кадровых военных в операциях на периферии. Например, в 2004 году в Катаре были задержаны 3 военных по подозрению в ликвидации боевика Зелимхана Яндарбиева. Тогда для их вызволения в процесс пришлось вмешаться лично Путину, и это был очень большой скандал. Если же за границей действует ЧВК, они формально сами по себе, и спроса с власти тут нет никакого. Есть, кстати, автобиографическая книга «В одну реку дважды. Сирийская война глазами русского наемника» от бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Марата Габидуллина, он же Дед Мартин, которая описывает будни бойцов. ЧВК являла собой маленькую армию, в которой не были задействованы только летчики, подводники и ракетчики. Остальные военные специальности в том или ином виде были представлены и востребованы. Мартина окружали люди самого разного толка. Были здесь и закоренелые наемники, прошедшие через многие горячие точки, включая Донбасс, и не знающие другого способа зарабатывать на жизнь. Они относились к своей работе со всей серьезностью профессионалов. Были и романтики, желающие опробовать себя в настоящей войне. Присутствовали такие же, как Мартин, познавшие вкус тюремной баланды и растерявшие себя по жизни. Присутствовали и те, кто просто жаждал хапнуть дозу адреналина и получить за это хорошее бабло. И откровенные бездельники-алкоголики. Пребывание в рядах военизированного формирования держало их в определенных рамках и не давало возможности спиться окончательно. Каждый из них со своей историей жизни, характером, национальностью и вероисповеданием, но теперь всех их объединяла одна профессия – наемник. Марат Габидуллин. «В одну реку дважды. Сирийская война глазами русского наемника». Частные военные компании в России — это не прихоть поехавших милитаристов. Это закономерное следствие, во-первых, развития отечественного капитализма и выхода его на стадию империализма, а во-вторых, это следствие этакого неолиберального подхода, гласящего, что все функции государства нужно максимально отдавать частникам. Кстати, Россия здесь во многом копирует опыт США, в которых в последние 20 лет очень многие военные функции были переданы ЧВК. И роль Евгения Пригожина здесь в том, что он вовремя уловил, куда дует ветер, и под прикрытием властей начал строить еще один бизнес. По материалам издания The Bell, идею создания частных военных компаний российским силовикам закинул бывший генерал-лейтенант Южноафриканских сил безопасности и основатель первой в мире легальной частной армии Эбен Барлоу в 2010 году во время форума в Санкт-Петербурге. И это была вовсе не инициатива Пригожина. Все началось с того, что наши генералы познакомились с Эбеном Барлоу, вспоминает один из собеседников The Bell с хорошими контактами в Минобороны. Краткую лекцию о пользе наемников он прочел прямо на питерском форуме. Сам Барлоу информацию о своем выступлении подтверждает.
Уже тогда я говорил, что частные военные компании с Запада и с Востока наводнят Африку. И там есть люди, которые ищут власти, влияния и контроля за ресурсами. Так и произошло. По заверениям источников из Минобороны, после пары лет заминок продвижением идеи организации ЧВК с 2012 года занялся известный теперь уже всей стране Валерий Герасимов. Кандидатура Пригожина возникла не случайно. Он человек деятельный, умеет добиваться своего, описывают собеседники ДБЛ в Минобороны. Но главное, Пригожин лично знаком с Путиным, и что еще важнее, Путин знаком с ним, подчеркивает один из них. Важным фактором при выборе кандидатуры могло быть и то, что, в отличие от Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга, давних знакомых Владимира Путина, ставших успешными бизнесменами, Пригожин не входил в ближний круг и гораздо дольше оставался в тени. The Bell – частная армия для президента. История самого деликатного поручения Евгения Пригожина. ЧВК Вагнера начали собирать в 2013 году. В приоритете были отставные военные, имеющие опыт работы за рубежом. Важную роль в комплектации ЧВК играл руководитель службы безопасности Пригожина Евгений Гуляев. Ну а само название «Вагнер» подразделение получает благодаря своему первому руководителю Дмитрию Уткину. Вот что писала Фонтанка в одном из серий своих расследовательских материалов в 2016 году. Подполковник запаса Дмитрий Уткин, 46 лет, профессиональный военный, до 2013 года командир дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Минобороны. После увольнения в запас работал в Moron Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах. Когда менеджеры MSG в 2013 году организовали славянский корпус и отправили его в Сирию защищать Башара Асада, участвовал в этой провальной экспедиции. С 2014 года командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК Вагнера, известен приверженностью к эстетике и идеологии Третьего Рейха, отсюда и позывной в честь композитора Мистика. В Луганске эпатировал личный состав, сменив привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта, но причуды командира не обсуждают. Якобы убит в январе 2016 года под Донецкой Озеряновкой, а на самом деле жив и здоров. Денис Коротков, Фонтанка.ру. Они сражались за Пальмиру. Сейчас довольно ироничным кажется то, что фанат Третьего Рейха стал первым руководителем нового подразделения, особенно на фоне того, что деятельность Пригожина происходит в контексте фашизации России. Но, как бы то ни было, в феврале-марте 2014 года наемники были замечены в Крыму, позже на юго-востоке Украины. В Министерстве обороны эту информацию тогда назвали вбросом. Роль ЧВК в событиях Крымской весны была весьма ограничена, как рассказывают двое собеседников The Bell, близких к Минобороне. С 2015 года ЧВК «Вагнер» вплотную занимается Сирией. Это было особенно кстати, учитывая то, что Минобороны не хотела мараться наземными операциями и всячески подчеркивала, что российская армия воюет с запрещенным ИГИЛ только с воздуха. Триумфом вагнеровцев стало взятие Пальмиры в 2016 году, которое было осуществлено во многом благодаря ним. Российская пропаганда оказалась в сложной ситуации между необходимостью распиарить победу российского оружия и опасностью говорить правду про наемничество. В результате вагнеровцы были приняты в Кремле, получили награды, попали в телевизор, аж на Первый канал, сфотографировались с Путиным, но об их причастности к ЧВК пропаганда стыдливо умалчивала. Зато этому факту очень обрадовалось уже упомянутое издание «Фонтанка», славящееся своей любовью к Пригожину и выкатившее расследование с пруфами о том, кто именно был награжден в Кремле. В общем-то, в этой ситуации абсолютно закономерно появление Пригожина на переговорах Шойгу с руководством сирийской армии. И нет, он там не обеды обслуживал. Но не одними триумфами славилась ЧВК Вагнера на Ближнем Востоке. В феврале 2018 года грянул скандал. Вагнеровцы вместе с садистами попробовали отбить у курдов и американцев нефтедобывающий завод Эль-Изба. Столкновение закончилось гибелью нескольких человек, многочисленными ранениями, а также прекрасно проиллюстрировало экономическую подноготную деятельности ЧВК на фоне локальных конфликтов. Не просто борьба с терроризмом, но и отжимание важных экономических объектов. ЧВК выполняла заказ сирийского бизнесмена, подтверждал собеседник ДБЛ в другой частной компании. Незадолго до этих
этих событий, предположительно, в январе 2018 года компания «Европолис», которую СМИ также связывали с Пригожиным, заключила нефтяную сделку с правительством Башара Асада. Как выяснил тогда The Bell, компания подписала обязывающее соглашение об участии в нефтегазовых проектах в Сирии. Его условия точно неизвестны, но предполагалось, что она будет освобождать месторождения и объекты нефтепереработки от противников сирийского правительства, участвовать в их охране, а взамен сможет претендовать на четверть нефти и газа, добытых на этих территориях. Атака, о которой написали все мировые СМИ, действительно не была санкционирована командованием российской группировки войск в Сирии, подтверждают двое источников, близких к Минобороны. Военные были просто ошарашены таким своеволием, говорит один из них. МИДу спустя несколько дней пришлось признать, что в бое участвовали российские граждане, не связанные с вооруженными силами России. 5 были убиты, десяткам раненых было оказано содействие для возвращения в Россию на лечение. The Bell. Частная армия для президента. История самого деликатного поручения Евгения Пригожина. Это, конечно, было ударом и для ЧВК, и для Пригожина, но ударом не фатальным, потому что частные военные компании в этот период времени уже начинают массово проникать в десятки стран, в первую очередь африканских. Я уже говорил в ролике про российский империализм о том, что российские корпорации во второй половине десятых годов начинают активную экспансию на африканский континент. Даже география перемещений самолета Пригожина дает понимание того, что Африка вдруг становится для него приоритетом. Причем структуры Евгения Викторовича старались соблюдать здесь комплексный подход. Например, на Мадагаскар к президентским выборам в 2018 году была послана бригада российских политтехнологов, которые, правда, с блеском провалили возложенную на них миссию. Была задействована тут и ботаферма Пригожина. Ну а параллельно российская компания Ferrum Mining с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и финансовыми отношениями с империей Пригожина внезапно заключает контракт с мадагаскарской корпорацией и создает с ней совместное предприятие по добыче золота. И угадайте, представители какой частной военной компании обеспечивали безопасность геологов, политтехнологов, бизнес-представителей на Мадагаскаре? Как говорится, на размышления дается 30 секунд. С конца 2017 года в Африке, по данным источников и местных СМИ, начали появляться наемники ЧВК Вагнера и российские политтехнологи. Например, с властями Судана они заключили сделку, похожую на сирийскую. Концессионные соглашения на добычу золота в обмен на тренировку наемниками солдат местной армии. Одной из последующих точек стала Центральноафриканская Республика. Официально, по согласованию с ООН, в стране с января 2018 года работают 5 военных и 170 гражданских российских инструкторов. О том, что это за инструкторы, каков их статус и чем они занимаются, не говорилось даже в отчетах ООН. Зато издание The Bell смогло найти документы, по которым компания Лабае Инвест, предположительно связанная с Пригожиным, получила в Центральноафриканской Республике 2 лицензии на разведку и разработку месторождений золота, алмазов и других полезных ископаемых, какие только найдет на территории площадью в 4000 квадратных километров. Признавать наличие вагнеровцев в ЦАР официальные лица отказывались. В частности, газета «Ведомости» опубликовала комментарий советника президента Центральной Африканской Республики Валерия Захарова. «Юридически их здесь нет, поэтому будем считать, что они здесь отсутствуют», — заявил Захаров. Он пояснил, что Россия стремится восстановить связи с африканскими странами. Эта история, к слову, обернулась трагедией и большим скандалом. По поручению Ходорковского в ЦАР для расследования деятельности ЧВК поехали 3 журналистов – Архан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Все 3 на месте были убиты. Пригожин и его структуры, само собой, заявили, что, они не при делах. Вообще забавно, но 8-9 лет до 2022 года Пригожин отказывался признавать свою связь с ЧВК Вагнера. Он даже судился со СМИ, которые заявляли о его причастности к ЧВК. Но пришел 2022 год. И вот, наконец, Евгений Викторович отбрасывает маску стеснения и не просто признается в связи с ЧВК, но и едет вербовать зэков на зоны. Я представитель сейчас военной компании. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется.
Кроме шуток, ЧВК Вагнера, используя предыдущий опыт 8-9 лет работы, стала одним из наиболее боеспособных и отмороженных формирований, воюющих на стороне России в украинской войне. Плюс наличие медиа-империи, способной на самую грубую и грязную пропаганду, тоже повышает котировки политических активов Пригожина в условиях войны. Слабость и неготовность российской армии к затяжным боевым действиям, недостаточные силы каналов официальной пропаганды как раз выталкивают на гребень исторических процессов таких людей, как Евгений Пригожин. Слабее государство негласно передает ему чрезвычайные полномочия, хотя Евгений Викторович не является чиновником или каким-то официальным лицом. Но власть его с санкций Кремля и администрации президента воистину становится почти диктаторской. Я уже упоминал о том, что Пригожин, просто раздает помилования, хотя это, вообще-то прерогатива президента. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Я бы, честно, очень хотел посмотреть на официальное распоряжение Путина, в котором он делегирует свои полномочия Пригожину, равно как и на закон о легализации частных военных компаний, о полезности которых вдруг начали говорить официальные пропагандисты. Если бы не ЧВК «Вагнер», было бы гораздо больше смертей, было бы гораздо больше мобилизованных, было бы гораздо больше плачущих жен, детей, и это были бы вы. Этими женами. Это были бы ваши дети, это были бы, которые плачут, это были бы ваши сыновья, которые уходят на фронт и там гибнут. Это же очевидно, простая математика. Вот так бы было, если бы не ЧВК «Вагнер». Пока нет железных пруфов, но есть вероятность того, что даже новый командующий СВО Сергей Суровикин был назначен с подачи Пригожина. И, по крайней мере, медиаресурсы путинского повара активно готовили общественность к его назначению, а дальше оправдывали даже после сдачи Херсона. Наконец, крайне показательная ситуация с казнью гражданина Нужина. Завербованный ЧВКшниками на одной из зон заключенный Евгений Нужин сдается в плен украинцам. Там делает бодрые заявления в духе «готов воевать за Украину». В какой-то момент, до сих пор непонятным образом, он оказывается похищенным. Его казнят ударом кувалды по голове, снимая происходящее на камеру, и выкладывают с помпой на пригожинских телеграм-каналах. И Евгений Викторович выдает просто сногсшибательные ироничные заявления, что, мол, все это американская провокация. Нету тела, нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело, и мы будем разбираться, что произошло. Заебись. Четко. Но это еще не все. Дмитрий Песков отказывается комментировать данную ситуацию, заявляя, что это все нас не касается. Все члены Совета по правам человека при президенте, заявившие, что эту историю необходимо расследовать, выдворяются из Совета по правам человека и заменяются какими-то там военкорами, которые подобные неудобные вопросы уже не будут задавать. В общем-то и все. То есть создается такая ситуация, в которой у Пригожина, в принципе, развязаны руки. То есть это человек с чрезвычайными полномочиями, не ограниченными никакими законами. Правда, верша судьбы на фронте, он не забывает и о своих бизнес-интересах в тылу. Повысив свой политический статус, Пригожин решил вдарить, на сей раз уже не только информационно, по своему давнему недругу питерскому губернатору Беглову. Судя по всему, Санкт-Петербург становится столицей продуктовых войн. Конфликт одиозного предпринимателя Евгения Пригожина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым давно вышел из сферы чисто информационного кидания какашками. Первым в силовую плоскость это противостояние перевел Беглов. Почти ровно год назад, 12 ноября 2021 года, ФСБ задержала начальника управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова, ставленника Пригожина, управляющего профильным для него бизнесом по организации питания школьников. Следствие утверждало, что группа лиц во главе с Барабанщиковым вступила в преступный сговор с целью передачи контрактов на 600 миллионов рублей подконтрольному Барабанщикову комбинату социального питания Красносельского района. Под боем оказался и комбинат соцпитания в Василеостровском районе, также входивший в сферу влияния Пригожина. В итоге несколько его людей были уволены, арестованы, но затем отделались судебными штрафами. Можно предположить, что Евгений Викторович человек весьма злопамятный.
Прошел практически ровно год, 3 дня в данном случае это банальная погрешность, и уголовное дело по крупному мошенничеству возбуждено уже против людей из команды Смольного. Как сообщил портал Delta.news, 15 ноября сотрудники Петербургской экономической полиции и местного следкома явились с обысками к 2 крупным подрядчикам соцпитания, подконтрольных Смольному, АО «Столовая номер 14» и ООО «КП Велес». Причем столовая номер 14 даже принадлежит администрации города, а руководит предприятием Сергей Филиппов. Он, в частности, руководил комбинатом социального питания Василия-Островского района после изгнания оттуда людей Пригожина. Так что ответка очевидна. В финале занимательное наблюдение, когда удар наносил Беглов, к людям Пригожина приходили из ФСБ, а уголовное дело возбуждалось в Петербургском главном следственном управлении МВД. Когда прозвучал ответ, к людям Беглова пришли ребята из полицейского главка, которым, заметьте, руководит москвич Плугин, а уголовное дело возбудил местный следком. Похоже, распределение силовых рычагов в конфликте более чем очевидно. Телеграм-канал ВЧК УГПУ. Ох, видимо, конкурентам и врагам Евгения Пригожина нужно сейчас срочно становиться его друзьями. Ну или готовиться к худшему. Но самое интересное в том, что Евгений Пригожин становится не просто бизнесменом, главой ЧВК, человеком с чрезвычайными полномочиями, но и персонажем с политическими амбициями. Пригожин лихо соревнуется с Медведевым за звание нового Жириновского на максималках. Эпатаж фонтанирует просто через край. Более того, внезапно он начинает делать антиолигархические заявления и, по данным источников, готовит создание собственного ультраконсервативного движения или партии. Но не забывайте, есть не только предатели, которые бросают автомат и уходят к врагу, предавая свой народ и свою родину. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе. Часть из них на собственных бизнес-джетах улетают в те страны, которые пока нам кажутся нейтральными. Улетают, чтобы не участвовать в сегодняшних проблемах. Они тоже предатели. Евгений Пригожин. К слову, те, кто развалил СССР, до сих пор живы, здоровы, управляют фабриками и заводами и пароходами, называются они одним именем – русские олигархи. И нахую они видали всю военную промышленность и борьбу за интересы России. Так что Суровикин лучший и пытался спасти свою родину, но успех его зависит в том числе и от его снарядов в танке. Евгений Пригожин. Товарищи, это же левый поворот! Ну вот же он! Хотя нет, если присмотреться, то совсем не левый. Ультраконсервативное движение со своими штурмовиками, антиолигархической реваншистской риторикой. Где-то я уже все это слышал. Это настолько прямолинейный гитлеровский косплей, что это, даже не интересно. Еще в 2021 году Пригожин пытался взять под контроль и оживить партию «Родина». Но тогда речь шла про небольшое ультраправое гетто на периферии электорального спектакля. Да и эту игру АПшечка пресекла на корню. Теперь же все по-другому. Война дала повару собрать такой флеш-рояль, с помощью которого можно сорвать джекпот. Еще немножко, и он браво вскрикнет: «Вставай, фашистская и пролетарская Россия!» Ну а его ребята начнут жечь книги на площадях. Кстати, уже появляется информация в сети, которая может быть как правдой, так и вбросами, о том, что Пригожин и его ЧВК уже получили добро на силовое внесудебное уничтожение внутренней российской оппозиции в случае волнений и формируют бригады для внутреннего террора. И я не удивлюсь, если эта информация вдруг окажется правдой. Тем более телеграм-каналы из числа пригожинских уже публикуют призывы следующего содержания. Чтобы выжить, России нужен переход на тотальную войну. Организовать охоту на врагов, их пособников и так далее за рубежом. Нанимать под эти задачи исполнителей. Их хватает. Мы для них и так орки, лучше мы уже не будем. Если мы не можем победить технологически в моменте, мы можем навести ужас. Я не говорю про ядерное оружие. Я говорю про наши возможности. При этом Пригожин и его хомячье явно даже своей риторикой ориентируются не на просвещенную, интеллектуально обогащенную, гуманистически настроенную аудиторию. Они апеллируют к самому темному, вульгарному. Даже у меня, человека, который вырос на криминальных окраинах мегаполиса и привык в 90-е, первой половине нулевых к жаргонной речи, этот воровской приблотненный дискурс в 2022 году вызывает скорее приступы дикого кринжа, особенно в контексте политики.
Тюремные правила говорят о том, что с лицами с низким социальным статусом, по лагерным формулировкам петухами, обиженными, опущенными, форшманутыми, гребнями, не надо здороваться, чиферить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке. Остальные заключенные все вместе общаются и живут одним социумом, петухи же отдельно. Потому что жизнь диктует новые условия, и не определено, впадлу ли подавать петуху пулеметную ленту или перебинтовывать раненого гребня. Для того, чтобы избежать данных неудобств, мы не берем петухов в ЧВК «Вагнер». Мы рекомендовали сформировать из них отдельную, петушинную дивизию, которая, несомненно, проявит высокий боевой дух. Евгений Пригожин. Это позор, и это та самая прекрасная Россия будущего, в которую мы с вами, друзья, погружаемся. Самое забавное в том, что не только армия ботов и дружественных Пригожину телеграм-каналов и СМИ респектуют новому фюреру, но и часть красных социал-шовинистов по принципу «ну это же не самый плохой вариант». Нет, это как раз самый плохой вариант. Пригожин — это лицо наиболее реакционной фракции российской буржуазии, которая имеет инструменты для осуществления прямой террористической диктатуры и которая потихоньку подменяет собой и своими штурмовиками структуры буржуазного государства. И это в целом очень интересно, ведь Евгений Пригожин — это, возможно, одно из самых ярких и показательных воплощений российского постсоветского капитализма. Человек с криминальным прошлым, начавший мутить бизнес в 90-е в бандитском Петербурге. Человек, который благодаря доступу к телу Путина построил настоящую бизнес-империю на госзакупках. Но это же и человек, который развивался и шел в ногу с системой и даже чуть впереди нее. По мере того, как креп российский империализм, Пригожин с его ЧВК стали одним из наиболее активных двигателей и воплотителей этого империализма. Наконец, сейчас, в критической для системы ситуации, когда прежние государственные институты перестают работать, именно Пригожин становится новой неофициальной властью с культом силы, террора и плохо замаскированным фашизмом. И уже в этой ситуации четко угадываются контуры возможной гражданской войны или военной диктатуры в России. С вами был канал Вестник Бури. До новых встреч.